Это были одиночные или прям залпы, автоматы? Как? Автоматы. То есть получается у нас, вот мы оттуда приехали, но у нас там. 16-летний, в шлепанцах и калашников. Поднялся сюда, встал, всех на автомате расстрелил. А ты можешь его состояние описать со стороны? Я помню, что было очень много слез. И мне сказала все симптомы травмы. То есть ты прям под пулями бежал? Мы бежим под пули, да, пули в нас, и мы бежим от них и попадают в пол эти пули. Сантиметр в сторону, это будет потеря. Вот тут, можно сказать, я лежала. Единственная надежда, которую я хотел бы получить, это свою жизнь обратно. И мы там лежим, вот такая тишина, вот ты даже не дышишь. Знаешь, у тебя такой... невозможно не дышать, не разговаривать, ничего. Просто вот сидеть, и единственное, что у меня в голове проходит, это «Шма Исраэль, Адонай Элоэну, Адонай Эхад». «Шма Исраэль». Вот так, единственное, что у меня проходит в голове. Вот здесь среди табличек много знакомых лиц? Да, конечно. Я в этой сцене транса уже очень много. Так всегда, когда идешь на такие вечеринки, так много людей, просто даже знакомые, просто с ними танцуешь, разговариваешь, смеешься. И вот одна вот эта специфика вечеринка, она была такая, так много людей тут было, которые я знаю. И, слава богу, много выжили, но очень много знакомых лиц и очень много таких шикарных людей, которые... Непонятно. И твои друзья здесь есть, да, тоже? Да. В 6 часов начинается первый свет. Еще нету солнца, но первый свет такой. Я начинаю же чувствовать, что что-то скоро будет хорошо. Скоро будет хорошо. Я уже начинаю так больше танцевать, больше друзей видно. Когда свет, уже друзей видно, все намного лучше. И я жду, пока вот выйдет первый свет солнца, и тогда сразу все по-другому. И как я вижу вот это первый свет солнца, я бегу к телефону, включаю телефон и снимаю видео. Просто, что видно солнце, музыка, люди танцуют шикарно. И вот в этот момент я иду с этим телефоном, фоткаю, и вижу, как издалека видно ракеты. Вот солнце, музыка, ракеты издалека. Сирены не было еще? Сирены еще не было. Это так видно издалека, что есть ракеты, есть вот этот Iron Dome, который так их сбивает. Но не видно, еще ничего не остановилось. И в одну секунду, вообще в первые секунды, это такое, у меня такая идея, что-то это на мой день рождения, сделали такие зикуким, сделали такие fireworks. И вот тоже, и через секунду я такая, окей, нет, это не хорошо, но музыка еще играет. Так может быть, мы рядом с Газой, вот туда стреляют, а в нас не попадут, так это нету сирены. Такая идея непонятна. И мама через несколько минут останавливают музыку и всем кричат «Цева Адом, убегайте отсюда». Сейчас мы живем в Израиле. Не знаю, вот мы живем в Израиле, тут вечеринка, 4000 людей находится тут. Полиция тут находится. Тут такая... Понятно, что мы отсюда выйдем и поедем домой. Но это не первый раз, что в Израиле есть ракеты, и мы все... И я могу сказать, что я была я не была в какой-то панике, я была в какой-то нормальной ситуации. Давайте, окей, соберемся, пойдем в машину, поедем домой, поедем на море. Сможет случиться такое. И мы собираемся. Так, конечно, быстренько были те люди, которые были в панике, бежали туда-сюда. Мы как-то нормально, ракеты неприятно. Вот то, что неприятно. Но мы так в темпе собираемся и выходим. И как мы доходим до машины, мы вообще думаем о том, что вот сейчас 4000 людей выходят вовремя из вечеринки. Тут ты в такой трафик зайдешь, в такую пробку, ты отсюда не выйдешь, ты будешь сидеть в машине 1,5 часа. И вообще, когда Цева Адом, когда есть ракеты, лучше в машину не заходить. Или тут вообще это опасно заходить в машину.
И одна из моих подружек говорит, давайте не будем садиться в машину, давайте сядем рядом с машиной, будем чуть поиграем, поговорим, послушаем музыку. И когда чуть-чуть успокоится, поедем нормально. И так мы сидели, может быть, даже 40 минут. Конечно, опять, неприятно. Тут цева-дом каждые несколько секунд, ракеты слышно, люди уже выезжают. Но пробка, вот мы стоим на стоянке, пробка в стоянке еще тут. Сильные залпы. Сильно? Да, много очень ракет. сильно, очень сильно, очень... Тут, Кирилл, когда есть такой сильный бум, ты тут, мамаш, хочет на пол ложиться. Где-то уже прям здесь сбивают, слышно все, да? Так мы сидим у машины. И мы понимаем, что уже что это не несколько ракет, это может, целая атака. И мы не можем... Сколько тут еще можно будет сидеть? И пробка уже стала чуть-чуть полегче. И мы начали, давай сядем, начнем ехать. Если что-то, выйдем из машины просто. И мы так медленно продвигаемся с этой пробкой. И как-то начинаем чувствовать, что что-то ненормально. Каждые несколько секунд люди из тех машин перед нами выбегают из машины и опять забегают в машину. И еще продвигаются чуть-чуть, и опять такая длинная, такая непонятная история. И мы даже не успели выехать на дорогу, на шоссе. Как-то. Мы туда не успели выехать. Как мы слышим, пули. Выстрелы. И в этот момент все люди, которые были в машинах, выбегают. Нам тоже об машину сразу так, стукнули об машину, сказали, выбегайте отсюда сейчас. Это настоящие пули, бегите отсюда. Это были одиночные или прям залпы, автоматы? Автоматы. Много. Автоматы, много. Слышно в нашу сторону. В 6:30, как только я рассказывала вам, что вот я снимала видео, моя палатка вот мамаш тут стояла, где деревья. Вот там сцена у нас. Да, там сцена большая, тут палатки, и тут солнце утром выходит в 6:30. Но тут И тут есть еще одна сцена. Вот здесь сцена была. Вот тут еще одна сцена была, и рядом с ней был бар. И Ты была в этой сцене? Я была в этой сцене, я снимала вот это видео, ходила, вот есть тут красное солнце, тут видно ракеты в небе. И вот когда начался цева-дом, остановили музыку, и какое-то время, недолго, мы сидели вот рядом с этим баром. Вот мы, конечно, туда сейчас пройдем, посмотрим бар. Ты вовнутрь вы зашли? Нет, мы рядом с ним сидели. Но очень быстро было понятно, что тут нечего оставаться. Нам вообще там были много полицейских, которые начали бежать вот тут. И говорить всем, выходите отсюда, вы не оставайтесь в цева-дом, не оставайтесь тут. Вечеринка кончилась. Выходите и идите домой. А полицейских много было? Да, было много. Было... На такую вечеринку много полицейских надо вообще. И я думаю, что, конечно, еще приехали еще очень много, было. И было очень много охранников. Надо очень много, вообще очень много людей. Я говорю, 4000, из них 3,5 были те, которые пришли танцевать, и, может быть, еще 500, которые пришли тут работать. Каждый по своей дороге. Но никого не видно, кто стреляет, да? Вот в этот момент, я помню на себе в этот момент, глаза, вот вся идея, вот идешь вот так, ничего в стороны не видно. И даже нету, ты не задумываешься, давай посмотрим назад, посмотрим, что там происходит. Это нету такого. Вот пули идут с той стороны, я бегу туда, подальше от них. И мы выбежали все впятером из машины. И вышло, что мы пробежали через много... даже, это не поле, это не поле, это просто пустое место такое. И пробежали обратно вот сюда, где была вечеринка. И так пробежали через это место и попали обратно, где была вечеринка. Тут, конечно, уже не было почти что людей, тут были те просто, которые тут собирали все. И мы бежим, и вот пули попадают просто в пол. Как это сказать? То есть ты прям под пулями бежала? Мы бежим под пули, да, пули в нас. То есть вас стреляют? В нас стреляют, и мы бежим от них, и попадают в пол эти пули. Мы бежим. И в этот момент у меня были на моих ногах были сандалии, я их сняла, бежала просто босиком. В этих сандалиях неудобно, я бегу босиком. И только когда мы уже дошли до вот где была вечеринка,
Была такая не маленькая группа, нас было много людей, которые бежали все в одну сторону. И мы начинаем думать, куда бежать. Мы побежали в одну сторону, потом кто-то нам кричит, они прибегают отсюда. И даже не прибегают, слышно пули. Слышно пули, и вот в этот момент была паника. И непонятно, откуда пули, куда они попадают. Оттуда мы прибежали уже сюда, оттуда опять сейчас есть пули. Непонятно. И вот в какой-то момент кто-то нам говорит, давайте все побежим и ляжем под сцену. Вот была такая сцена, она была такая высокая, вот она тут и есть. Она, вот то, что тут, это такая реплика, была большая сцена, можно было... Это не та сцена? Нет, это не настоящая сцена, была большая, высокая сцена. И под нее можно было заползти. Она была другая, она была очень большая сцена. Больше вот этой? Да, очень большая, высокая сцена была, другой цвет. Это все по-другому. Это мамаш сделали такое для мини, чтобы как-то показать что-то, что где было. Потому что ты объясняла, что вы залезли по сцену, а здесь нигде не залезешь. Да, нигде не залезешь, она была выше, намного выше. Была выше, да? И вот мы залезли вот сзади, вот с этой стороны сзади мы залезли, и проползли вот мамаш вот до сюда. Вот тут, можно сказать, я лежала. Вот тут Эден рядом со мной. Инбар тут за нами. И мы тут лежали несколько минут, я не знаю сколько, несколько минут, пока пришел этот охранник и нам сказал, вот прибегают, бегите отсюда, сюда террористы прибегают. В нашем первом фильме «Нововыжившие» одним из героев был Даник. Он спас 7 человек и стал свидетелем того, как его друзей похищали в Газу. Сегодня мы снова встретились с ним и с его мамой, чтобы узнать, в каком психологическом состоянии он находится спустя 2 года. Мы также поговорили с мамой Даши. 2 человека, 2 выживших, 2 посттравмы. Но кто-то научился с этим справляться, а кто-то нет. Почему? Узнаем. Друзья проснулись, муж проснулся, все начали ходить, все на меня так странно смотрели. Я на тот момент еще не знала, что они уже в курсе, что Даник на фестивале. Ты еще не знала, что я он на не фестивале? Знала. Я не знала до 12 часов дня, пока, во-первых, нужно было освободить дом, в котором мы жили. И муж сел напротив за столом, очень странно на меня смотрел и потом начал говорить. Это было в 12 часов дня, и так я узнала, что Даник был на фестивале, что он спасся. У тебя уже была информация о том, что он спасся? Да, вот в 12 часов дня мне Дима сказал, что Даник уже дома. Естественно, ни о каком уже отдыхе, там, мысли не было, а с 12 дня до 12 ночи, пока должен был быть самолет, мы вообще не понимали, что нам делать, что происходит, как нам быть. Мы только понимали, что спасся, а в каком состоянии ребенок, несмотря на то, что мальчик взрослый, он ребенок. То есть для нас, родителей, которые находятся не рядом, и только муж по телефону постоянно был на связи с Даником, мы подключили старшего сына, попросили, чтобы он приехал к Данику, подключили друзей, кого могли, понимали, что он сможет быть с ними на связи, потому что внутри творилось. И вот как мы начинаем, мы перепрыгнули какой-то забор, вот, мамаш, как это шиза, мамаш, и забежали под эту сцену. И в этот момент я понимаю, что из нас 5 друзей мы только 3. Двоих уже нет. Я не знаю, где они, но они не с нами тут. И мы лежим под этой сценой, я и 2 подружки.
И вот на какой-то момент еще есть такая, на несколько минут есть какая-то идея, что вот тут будет хорошо. Потому что, окей, понятно, террористы, но сколько? 5, 10, 15. Сейчас тут полиция вот тут стоит. Всех давай бай-бай. И мы отсюда выйдем обратно в машину. Тут что тут может быть? И мы выбежали. Все втроем мы выбежали. И начали просто... Ты ни о чем не думаешь в этой ситуации. Это некуда правильно бежать сейчас. Это просто бежишь вот туда. Начали бежать. И вот в этот момент я вижу, как моя подружка заходит в какую-то машину и уезжает. В этот момент никто ни о чем не думает. Она не уезжает в этой машине, и я еще одна, 5-я подружка, бежим вместе. И даже это не вместе, бежим в ту же самую сторону. Я бежу с группой людьми, которыми я не знаю, и я чувствую, что мои ноги больше не могут бежать. Я не человек, который бежит, я босиком на всех вот этих колючках, на все, что тут... Я не могу больше бежать. И я чувствую, как у меня мама такая изнутри идет такая непонятная сила, что мне говорит, я больше никуда не иду. Я вот тут сяду, и мне пофиг, что будет. Я даже не задумываюсь, а что может случиться. У меня такая идея, так меня убьют, ну и чё? Так, мамаш такой голос изнутри, мне пофиг. И я сажусь, и мамаш, была секунда, когда мы этой группой сели. Это не было хорошее место сидеть, но мы все сели подышать, отдохнуть. И я чувствую, что я не хочу вставать. У меня ноги говорят, мы не можем вставать. И, Барух Ашем, был какой-то парень, который всем кричит, нет, вы встаете сейчас, и мы бежим отсюда. И он, может, такой ассертивный парень. И я встала и начала опять бежать. И я чувствую, что ноги меня останавливают. Мамаш останавливают. И в этот момент я остановилась. Я мамаш так, руку на сердце. Закрываю глаза. Я спрашиваю себя, Даш, что правильно сейчас делать? Потому что бежать ты уже не можешь. И если ты продолжишь бежать, это плохо закончится. Я смотрю направо, налево, и вдруг я вижу куст. Такой большой, красивый куст. И я понимаю, что вот туда мне надо зайти. Мы поехали вслед за Дашей к тому месту, где она пряталась от террористов. По этой дороге и по этим полям люди спасались бегством, спасая свои жизни. Бежали, не оборачиваясь, в летней обуви, а кто-то и босиком. Были случаи, когда люди без остановки пробегали десятки километров, чтобы спастись. Кому-то это удалось, а кому-то нет. То есть получается у нас, вот мы оттуда приехали, Ново у нас там. Ново у нас там. Мы приехали оттуда, мы сделали... Вот мы сделали крюк, но я тебе скажу, ехать, прилично. Да. То есть прилично. Это не 5 минут вы бежали? Это нет. Я выбежала оттуда, с той стороны, и вот пробежала вот так чуть-чуть Вы через поле, да, бежали? Через поле, не напрямую сюда, вот так чуть-чуть в круголя. И вот там у тех деревьев, у тех маленьких деревьев, которые тут, видишь, там ничего, там все видно. Там я села, сказала, все, больше не могу бежать. И через 2 минуты я встала, пробежала вот до этой дороги, и тут я спросила себя, что делать, как правильно, что правильный мой следующий шаг. По дороге никто не ездил? Нет, в тот момент ничего не было. Ничего не было. И я смотрю налево-направо, я вижу куст. И как ты видишь, вот тут есть момент такой овраг, и в этом кусте, и вот тут этот куст. Это вот, подожди, какой куст, да, покажи. Сейчас мы до него дойдем. А еще люди здесь были? Нет. Вот только вот вы, Нет, да? Нет, тут такая, видишь, как далеко. Мы далеко бежали. Потому что многие побежали через трассу в те да. поля, очень много. Да. Там же и пробка получилась, и все. А вот этот куст, вот этот большой, это такой, не знаю, куст, дерево, это такое целая вилла. И вы как, вот ты вот здесь спускались, вы получили? Вот чуть-чуть оттуда, с той стороны. С той стороны, вот посмотри на дорогу, на так, все. Подожди, там же, как эти колючки, деревья, так и было? Вот так и было, я была босиком.
И ты вот через все это пробралась? Потому что в этом адреналине тебе ничего не надо. Но ты не знала вообще подробностей? Как он оттуда выбирался, что случилось? Смотри, подробности я узнала из вашего фильма. Правда? Да. Хорошо, тогда что он вам, как родителям, говорил? Я видела его состояние. То есть спасибо, что мы прилетели. То есть в 12 часов ночи наш самолет был. Мы прилетели домой. А 8 числа Данику надо было быть на работе. Он ушел на работу. Ему было очень непросто. И потом мы видели его состояние, то, как эта боль, как это адреналин уходит вот это ощущение какое-то напряженное, и человек начинает вроде бы успокаиваться, но это следующая волна, когда ты не знаешь, как справляться с тем, что на тебя навалилось. А ты можешь его состояние описать со стороны, вспомнить? Я помню, что было очень много слез, была сильная боль. Я знаю, что он себя винил, что, это я передаю сейчас свое, да, со своей стороны. То есть я чувствовала, что он себя винил, что он мало сделал, что он мало спас людей. И что он мог больше. То есть я понимаю уже после фильма, когда уже разговор стал более открытым между нами. То есть он с папой больше делился, меня старались беречь. И я понимаю, что он корил себя за то, что он не вернулся. И это состояние, это съедает изнутри. Я иду к этому кусту, и я вижу одного тоже еще другого парня, стоит с телефоном. Он мне говорит, мы бежим в сторону Газы. Вот я с Google Maps сейчас, мы просто бежали в сторону Газы. Что делать? И он мне так, может, на меня смотрит, что делать? Мы так, идем со мной. Мы зайдем под этот куст, идем со мной. И мы заходим под этот куст. Сначала нас было 7, и через несколько минут мы слышим, как прибегают террористы с стороны Газы. Ты их видела или ты их только слышала? Я их слышала. Почему? Потому что мой куст был очень большой. Я зашла посередине и даже заползла под один из стволов. Так у меня глаза вот вверх. А те, которые сидели вокруг, были те, которые не зашли вот под куст, как я. Были, которые сидели вокруг. И они в этот момент услышали террористы, и они убежали. Вот те, которые были со мной в кусте, они убежали. И нас осталось 4, которые были внутри куста. И те 2, которые рядом со мной лежали, они лежали в таком месте в кусте, что их было чуть-чуть, может, их не было видно, Барух Ашем, их не видел никто, но они лучше видели, у них глаза были вот в то место, где видно, кто куда бежит. И они там много что видели. Они увидели? Да, они много что видели. Они видели, как ловят одну из девочек, которая там была, которая с нами бежала в ту сторону и просто не зашла с нами под куст. Они много что видели. И они начали говорить, они начали нам говорить, вот что они видят. И я им сказала, не говорите мне. Я не знаю, почему, не знаю. Сейчас я могу понять, в конце концов, какой у меня инстинкт был. Не говорите мне, что вы видите. Я не хочу знать. А что ты слышала? Что ты имеешь в виду? Я слышу, как они кричат на арабском. Аллаху Акбар, Идбахель Яуд, давай убьем всех евреев. Это то, что они кричат, бегут, и у них... И ты слышишь, что у них такой... Даже не настоящая ассертивность такая, знаешь, что слышно, что человек изнутри у него какой-то непонятный такой злость, такая злость непонятная для меня. И
И слышно, как они кричат, как они стреляют во все стороны, как пули попадают вокруг куста. Они просто стреляют, куда попало. Я не знаю, сколько людей в это время бежало тут вокруг нас. Я не видела ничего. Я слышу, как они кричат, как они стреляют, и вообще, как они пробегают через из газа, через этот куст, чтобы попасть сюда. Им было, потому что в конце концов, если зайти на одну секунду в их голову, они не ищут в этот момент в кустах людей. Они хотят добежать до того места, где все находятся. Ты родитель, ты понимаешь, что ребенок прошел ад. Как его вытаскивать оттуда, ты не знаешь, ты не учился этому. У меня нету ни образования такого, чтобы понимать все. Я могла, я только на своем каком-то примере, на том, что я проходила в своей жизни, да, могла как-то предположить, как он себя может чувствовать в той или иной ситуации. А как себя вести с ребенком, который побывал там, ты не знаешь. Вот мы сегодня я как раз хотел узнать по поводу, как проходит реабилитация, и вот именно со стороны родителей, то есть через что приходится пройти. Даник, вот когда мы с тобой встречались в последний раз, опять же, по-моему, полгода назад, я тебе задал вопрос, насколько тебе помогает реабилитация, насколько лучше. Я помню, что ты не все становится лучше, то есть помню твои слова, что вау, мне стало легче, такого у тебя не было. Лучше не становится. Да. Вот, да, кстати, вот такую фразу сказал, лучше не становится. Вот у нас прошло еще время с той встречи, за эти полгода что-то поменялось, тебе стало лучше? Количество таблеток, которые я принимаю, поменялось. Конечно же, выросло. Их стало больше, да? Их стало больше. Психиатр только так может справиться с тем, что я ему говорю. То есть я ему говорю, что мне плохо, он поднимает количество таблеток. Это все, что он делает. По личным ощущениям тебе лучше от этого? Нет. Это не помогает? Это может помогать на месяц, потом 2 месяца я мучаюсь, потом он опять поднимает, опять на месяц помогает, опять 2 месяца мучится. Я его каждые 3 месяца вижу, и вот так получается, он поднимает количество и все. А кроме таблеток, что еще вы проходите? Кроме таблеток с психиатром ничего. Все остальное это с психологом. А психолог как помогает? Психолог разговаривает со мной, пытается дать какие-то техники, как справляться, но тоже на словах это не помогает. А когда ты в моменте и тебе плохо, ты забываешь все, о чем вы разговаривали, все техники забываются, и ты не можешь справиться. И они пробегают. И мы там лежим, вот такая тишина, вот ты даже не дышишь. Ты знаешь, у тебя такой... невозможно не дышать, не разговаривать, ничего. Просто вот сидеть, и единственное, что у меня в голове проходит, это Шма Исраэль, Адонай Элоэну, Адонай Эхад. Шма Исраэль. Вот так. Единственное, что у меня проходит в голове. И мы лежали так какое-то время, потом, когда уже стало мамаш тихо, мы начали чуть-чуть разговаривать. Я и парень, который рядом со мной, он пришел с бутылкой воды, что-то вообще, не знаю, как... Он был с бутылкой воды, только я пила воду, я была с телефоном, только я чуть-чуть написала, спросила друзей, где они находятся. И в этот момент, когда я уже шлю сообщение, я понимаю, что 2 из тех друзей, которые я видела, что они куда-то исчезли в начале, они легли в мусорницу большую. Тут были 2 желтых мусорницы, и они там лежали в этой мусорнице. Это вот эта мусорка у нас получается. У нас были 2 мусорницы. Есть тут фотография, сейчас я вам покажу. В одной лежал один друг, в второй лежала Неама. А вторую мусорницу убрали? И ее убрали. Я не знаю, почему их 2 не привезли. Потому что полгода назад были, по-моему, одна так и была. Да. Да? Да, привезли только одну, не знаю почему. А вот тут в фотографии видно 2. Да, вот. В одной он лежал, в другой она лежала.
И А конкретно в этой кто лежал, ты не знаешь? нет, я думаю, что там то, что написано обо всех. Кирилл, тут было 22, 16. Тут было 16, и всех имена написаны. И все... И были те, которые погибли, есть их фотографии, те, которые выжили, нет? это WhatsApp, их сообщения, да? Да. Их было 16, их было 2 мусорницы, их было 16. И до 11:45 я с ними переписывалась по WhatsApp, каждый, он мне говорил, что, все нормально, не все нормально, но мы все лежим, все спокойно. И в 11:45 было мое последнее сообщение, он больше не отвечал. И потом, когда уже Наама, который в нее стреляли, в нее попали 4 пули, выжила, и сейчас она жива, здорова, когда мы все об этом разговаривали, она сказала, что в 11:45 пришел террорист, 16-летний, в шлепанцах и калашников, и просто встал, поднялся сюда, встал, всех на автомате расстрелил. Просто начал сверху расстреливать. И так смеется, сильно смеется, такой смех, такой радость. И вот он всех убил. Да. И она помнит, как она говорит, я смотрю ему в глаза, он мне смотрит в глаза и стреляет автоматом. И лет 16 ему. Да. 16-летний. В шлепанцах. Знаешь, это самая вот такая... Это знаешь, что это просто шлепанцы, да? Это Да. такая прибежал из дома. Из дома расстрелять людей. Расстрелять евреев. И, когда я с ними разговаривала, это было, может быть, 9 утра, что-то такое, пока мы там ждали рядом с машиной, пока мы все пробежали, в 9 утра, что-то такое, я им пишу, у всех все нормально. И даже, когда в какой-то момент уже стало чуть-чуть, не знаю, если приятно, успокоилась. Как я успокоилась, все эти террористы, которые сюда побежали обратно. Потому что были те террористы, которые зашли в 6:30, которые это как-то, Хамасная армия или что-то такое, которые забежали Нухба. в кибуцы, которые забежали в кибуцы и все такое. Да. А были те, которые просто citizens, которые живут в Газе, которые прибежали через забор, пробежали сюда. Мародеры. Да, которые убивали, которые Да. крали, Да. все такое. Мародеры, да. И они пробежали потом обратно. Побежали обратно в Да, Газу. побежали обратно в Газу. И еще какое-то время, которое они все бегут в ту сторону, и мы опять зашли в свое место, что каждый сам в себе, никто не дышит, никто не разговаривает, вот такое. И можно сказать, я не знаю, 2-3 часа все это может, сильный такой, очень тяжелый такой стресс, который все был. Через 3 часа чуть-чуть успокоилась. Они пробежали, они ушли в свою сторону, и стало тихо. Когда они бежали, они не стреляли, просто бежали. По обратной дороге, может быть, чуть-чуть меньше, не знаю, если стреляли. Я думаю, больше кричали, больше смеялись. Они очень смеялись, это был радостный день для них. Убили евреев. Да. Так они много смеялись, много разговаривали, слышно, как они разговаривают, как они не стреляют. Я думаю, что уже не было в кого, когда по дороге обратно. И как они пробежали, как они все уже ушли, мы видим, как издалека к нашему кусту подбегает какой-то парень в черной одежде. И вот так, и слышно, как просто топот, шаги идут ближе к кусту. И вдруг я вижу, что это парень, который я знаю. И он был друг моей подруги. И я такая, ты что тут делаешь? Давай, быстро заходи в куст. Давай заходи, у нас тут вода, садись нормально, спокойно. Ты где был? Он говорит, я сидел на дереве 3 часа. Когда под деревом стоят террористы, курят сигарету. На дереве просто стоят на дереве и курят сигарету, он над ними сидел на дереве. То есть улучшения его нет? Нет. А подожди, а какие прогнозы врачи, которые... Они делают какие-то прогнозы на будущее? Говорят, что когда-то станет легче. Надо прожить.
Но прошло уже 2 года. Прошло почти 2 года, И согласен. ничего не меняется. Не. В лучшую сторону точно не меняется. Ищем каких-то специалистов частным образом. Сейчас, ну, во всяком случае, у нас есть надежда, но мы так тихонечко, знаешь, вот тихонечко по чайной ложечке нашли специалиста, который, возможно, через тело, через физическую какую-то составляющую как-то потихонечку сможет помочь и выдернуть, потому что лекарства, они только пришибляют, да, если можно так сказать. Пытаемся поддержать Даника в каких-то творческих начинаниях, чтобы во время творческого процесса забывались, да, какие-то вещи, и идти дальше и видеть, что ты можешь руками тоже что-то делать. Сколько в итоге ты в кустах просидела, получается? В итоге это было 7 часов. 7 часов ты Да. не выходила из куста? Да, 7 часов мы сидели под кустом. Но то, что было самое главное, это вот тот момент, когда вот этот парень прибежал. Почему? Потому что у него был очень хороший телефон с очень хорошим сигналом. Потому что мой телефон, у него как-то сигнал не очень работал. Я, да, могла переписываться с людьми, но у меня не было много батареи. Так я думала, что если вот не знаю, сколько времени тут будем, я буду держать эту батарею до вечера. А он пришел с хорошим телефоном. И он сразу начал слать сообщения всем, которые он знает, чтобы кто-то нас отсюда спас. И в этот момент, когда я понимаю, у меня было вдруг такое понимание, что я отсюда пешком не выйду. Потому что у меня как-то в голове было: окей, мы тут полежим, все террористы убегут, и мы выйдем и пойдем пешком обратно в машину. Я не знаю, или не знаю, что будет. Что могло... В моей голове все нашли какой-то куст, и террористы пришли, тут никого не было, и все было нормально. У меня в моменте, не знаю, такая идея была в голове. И так я думала, что мы пойдем просто обратно в машину. И этот парень пришел и говорит: нет, никуда никто не идет. По всем, он был с интернетом, он видел, что происходит в кибуцим, все такое, никто никуда. Кто-то нас должен спасти. Вот был один момент такой, что говорят на иврите, это называется батколь. Батколь — это вот такой голос, Божий голос, что я не чувствовала, что я сама с собой разговариваю, что есть вот какой-то голос, вот какой-то свет, который на меня так попадает вот в этот момент. И мне говорит: вот ты отсюда выйдешь сегодня, и ты будешь делать афрашат хала. Это еврейская такая мицва. Ты будешь делать каждую неделю весь год. Афрашат хала — это женщины готовят халу и берут оттуда маленький кусочек и молятся за него. И я такая: чё? Я помню, как я смотрю так в небо, я такая: чё? Я знаю, что это. Я жила до этого, была в Гватемале полгода, я знаю, я там была в Бетхабаде, я знаю, что это такое. А вот что это, как это ко мне, что это, кто это, я, зачем это мне надо? Но я говорю, знаешь, вот такой: нет проблем. Если я отсюда сейчас выхожу, весь этот год, каждую неделю я делаю афрашат хала. И как я говорю, да, вот этот парень, который зашел в тот куст с телефоном, получает сообщение от солдатов, но говорит, через 15 минут они приезжают. Это спустя 7 часов, да? Вот Спустя 7 часов. приезжают военные. Да. Приехала армия через 15 минут. И Как вас вытаскивали отсюда? Я за все эти 7 часов видела, что несколько раз, что проезжают машины. Вот не знаю, что я вам покажу, где мы там были. Это такое место, что это не трасса, это ничего такое, там машины не проезжают. И там проезжали машины. И я была уверена, что они ищут людей. Террористы едут. Наверное, я думала, что это ищут люди, евреи, солдаты ищут людей, которые прятаются. Ну, не знаю, в час, 2 дня. Я думала, что уже все тут закончилось.
и нас ищет. И вот дважды я хотела просто выбежать из куста, чтобы им крикнуть, что я тут. И вот те парни, которые были со мной в кусте, сказали: нет, 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 ничего, это могут быть террористы. Но я, конечно, об этом вообще не думала. И, они меня остановили, и я просто не выбегала. И в этот раз, когда он сказал, что ему прислали сообщение, что они через 15 минут приезжают, я так испугалась, я подумала, что они приедут через 15 минут, тут проедут с машиной, не найдут никого и уедут. Нет, мне надо выйти из куста и сесть рядом с деревом, и когда они приедут, им показать, что я тут. А это то, что я сделала. Я вышла только, я и вот этот парень, который со мной зашел, те трое, которые были еще в кусте, остались там, они боялись, они не хотели выходить. Я вышла, я помню, как я вышла злая. Я такая: все, я хочу домой сейчас, я хочу домой. И я сажусь рядом с этим деревом, и через 15 минут приезжают солдаты с другими машинами, хорошо, с оружием, со всем. Это не те машины, которые мы видели в тот раз. Бог хашим, что я не выходила в то время. И они пришли, и нас всех 5 забрали. И еще в другом кустом рядом тоже забрали еще одна пара и один солдат, который это тоже, у него есть о нем рассказ об этом солдате, что он приехал с танком, он водил этот танк, и когда этот танк поймали, он убежал и попал в этот куст. Вообще тоже целый сипур там есть. Что она вам рассказала, когда вы увидели ее? Это был чистейший адреналин радости спасения. Чистейший, такой не очень здоровый, по мне. Я специалист в этой области, и я видела, что тут что-то не то происходит. На Нове хотели продолжить тему, когда Да. с твоей мамой. Как у тебя этот проходил период весь? Я вернулась, у меня день рождения был 8 октября. Я приехала вечером 7 к ним домой. Переспала одну ночь, так хорошо, очень хорошо спала, вырубилась легамре. Проснулась утром, у меня день рождения. Все мои вещи в лесу, я живу в лесу, все мои вещи там. И мне дома нечего делать. У них нечего делать, просто нечего делать, не знаю, что мне тут. У меня все там, вся жизнь моя там. Я туда поехала. И первый день был, еще был этот адреналин, было все такое. Я весь день получаю сообщения на день рождения и на то, что слава Богу, что ты жива. Слава Богу. И такой день, что вся энергия идет на то, чтобы тебе было до 120 лет, чтобы ты жила каждый день. Все были так рады. Каждый день рождения ты получаешь мазаль тов. А тут мазаль очень тов, очень тов. И был очень сильный такой день. И через день, йом овер йом, спустя день, я чувствую, как у меня была такая избушка маленькая в конце лесу. Она там через темноту, надо проходить. В простой день у меня нету проблем уйти в темноту, я не боюсь леса, я не боюсь. Но темноту, да. Темнота, я ее чувствовала, как мама, темно, и я не хочу идти в темноту. И каждую ночь я просыпалась от того, что, в 3 часа ночи тревога. Что-то должно случиться. Что-то может случиться сейчас. И потом я так проснулась, и на последнюю, уже через неделю, в субботу я уже так проснулась, и говорю: а зачем мне это? Мне тут плохо. Я очень хочу тут, я хочу, чтобы мне было тут хорошо, а мне тут нехорошо, мне тут плохо. И тогда я поехала к родителям. Я поехала, собрала все свои вещи, я им сказала в лесу: извините, пожалуйста, все свои вещи собираю из избушки, все. И я еду к родителям. А ты общаешься с кем-то? Как они вообще, вы делитесь, как они выходят из этой ситуации? Многие уже вернулись на работу, то есть многие работают. Они смогли оставить это все, да, Не то, что оставить, но жизнь в Израиле нелегкая штука, и надо работать, чтобы оплачивать квартирные, чтобы холодильник заполнить. Люди не могли себе просто позволить не работать. Но им лучше. Но им лучше от этого. Лучше.
А в твоем случае у тебя до сих пор вот эта история, в те воспоминания, что ты, как ты рассказывал тогда, что ты не вернулся за ребятами. У тебя все эта тема? У в меня голове? эта тема И постоянно. она тебя так и не оставляет. Не, Не отпускает. с этой темой мне придется жить. Ну вот, никто меня не сможет убедить, что я не прав. Я немножко про вот родителей хочу сказать, да, что ощущение того, кто пережил, и того, кто был, ну вот как мы, родители и сестер, братьев, которые не были, это совершенно разные ощущения, они как бы на разных спектрах эмоций. Вот. Я помню вот этот день, как вот, ну вот камера это не заснимет, вот у каждого из нас есть какие-то такие впечатления от природы, что ты, например, приходишь на край какого-то обрыва и вот смотришь, там все впереди красота, но под тобой вот здесь вот обрыв, еще шаг, и ты упадешь. Ну ты туда не идешь, ты на твердой земле стоишь. Но вот такой вот такая тревога такая, да, все проваливается от того, что ты видишь бездну, да. Ну, знакомо, я думаю, каждому, кто-то на каруселях это испытывает, Да. кто-то вот. И вот эта вот ходьба по самому краю, что ты не знаешь, чем дело закончится, ты представляешь, что это ужасно опасно, ты ничего не знаешь, и еще вот сантиметр в сторону, это будет потеря. Просто ты будешь переживать горе, потерю, и ты не знаешь, ты будешь с этим жить или ты не будешь с этим жить. Вот так я себя чувствовала. Как твое состояние менялось? Можешь рассказать? Вот я имею в виду в плане травмы, переоценки, вообще смысла жизни. У тебя стали происходить после 7 октября? Так через вот эти 3 недели, как после того, как я была у них, я поняла, что вот все эти новости, и все эти телефоны друзей, и все, что происходит вот в стране, как страна, на меня это делает стресс. Я не могу, что я у них дома, и я боюсь, чтобы им было плохо, если я куда-то уеду, если я что-то буду делать. И, что, вот такая тревога, я рядом с ними, но у меня в голове я не хочу быть в Израиле. Вот в этом Израиле я не хочу быть. И для меня Элат, вот этот самый южный город, он не Израиль. Он, конечно, в Израиле, но он не Израиль. Я там до этого жила после армии, и мне надо было попасть в Элат. Я взяла эту машину, я поехала в Элат. Открыла тент на море, палатку. И я лежу, и я просто легла на землю, и так я лежала месяц. Месяц я спала на пляже. И просыпалась в 4 утра, террористы, просыпаюсь, засыпаю. Мне ничего не надо. На пляже, может быть, еще 3 человека было, каждый далеко один от другого. И мне надо спать на природе. Мне нужна природа. Мне надо было лежать просто так на земле, смотреть на небо и верить в то, что все, что случилось, потому что, я не знаю почему, но я жива, и у меня сейчас есть какой-то сильный connection с Богом, и я с ним просто вот так разговариваю. Я с ним разговариваю, я спрашиваю, что мне сейчас делать. Я проснулась сейчас в 4 утра, мне страшно, что сейчас делать? Я слышу, молись. Молитва, есть книга Теилим, читай. Я открываю эту книгу, начинаю читать. В 4 утра вот так начинаю, ничего не вижу, смотрю, что увидела, заснула вот так. И все, просыпаюсь утром, все нормально. И самое главное было, что еще одна из вещей, которую мне надо было, когда приехала в Элат, я попросила, чтобы был мамаш такой центр, где помогают людям, которые были в Нове, вот как мне надо. Вот так, чтобы у меня была, что у нас там был такой все типулим, которые нам надо, терапия физическая, чтобы там была еда, все, что мне надо, чтобы был такой центр. Я, помню, сижу на берегу и прошу, мне нужен центр, чтобы мне помогли, я не могу одна вот все проходить. И через
3 минуты, приходит какой-то мужчина, проходит по... Который там был в одной из палаток, он так доходит до меня. Скажи, а ты видела, что открылся новый центр посередине... Мама, каха, клянусь. Посередине вот Мидбара, пустыни, вот там рядом с Элатом, в пустыне. А еще и рядом с Элатом. Да-да-да, в Элате открылся такой центр в пустыне. И давай поедем вместе. Я такая, давай, едем туда. И там просто, вот как сказка, рай. Шикарные люди. Все занимаются терапией. Там есть, мы можем с утра до вечера рисунки рисовать, и танцевать, и играть, или учиться играть на чем хочешь. И еда, все, что тебе надо. И психология, и терапия, и все. И вот так, и с этим я ходила по миру, вот первые месяца, вот так я ходила в мире. У меня Бог идет со мной, держит мне руку, и все, что попросишь, ты получишь. И когда вот так ты с этим идешь, ты чувствуешь, конечно, ты восстанавливаешься, видео. А вам как-то приходилось дочери помогать на протяжении всех этих? Она там жила, мы приезжали на берег, да, мы приезжали на берег, с ней жили там 2 или 3 дня. Это такое, тряхнули стариной, как когда-то мы на Кенерет ездили. Вот. Ей не нужно было ничего. Вот, я не знаю, может быть, что-то нужно было, но она молчала. Я помню, что очень важно то, что было с первого дня, это то, что она меня посадила и мне сказала все симптомы травмы. Это было самое главное. Это было, потому что она психотерапевт, и она мне рассказывала все симптомы от травмы. Что все, что я прохожу, сейчас это нормально. То есть это травма, да? Это травма, конечно. Потому что я помню, сколько людей тоже я встречала, и мне говорили, я ничего не помню, я сейчас на всю жизнь буду вот такой. Я такой, нет, это первые месяца. Вот память, вся короткая память не нужна, когда ты в травме, и просто голова все забывает, мозги забывают. И это нормально, это вернется. И люди успокаивались от этого. И это было потому, что она мне это рассказала. И что я буду дрожать, что еще месяц я буду дрожать иногда. Да. И что самое главное, за первые 2 недели ходить к психологу и все время пережевывать это, рассказывать еще раз, и еще раз, и еще раз, записывать то, что ты прошел. Гила, а вот на протяжении уже почти 2 лет состояние Дарьи, оно как-то поменялось? Лучше, конечно, хуже конечно. Вот в плане посттравмы? Конечно. Я хочу в 2 ипостасях, да, то есть мамка во мне, это схватить, держать, не отпускать, целовать, обнимать, не отдам никому ничего, вот так. А этот ко-ко-ко внутри нельзя, не жалей, не держи. У нее свои силы, она должна справляться. Ты не терапевт ей, она должна пойти сама. Но она очень осознанная и буквально с леса, вот как она ушла в лес, так она начала получать помощь профессиональную, потому что там были специалисты, и приглашали ее, все делали бесплатно. Израиль вот в этом смысле, просто я не знаю, надо молиться на эту страну и все, да. То, что не делает государство, да, не все везде делает государство, делают неправительственные организации. Устраивали, в Беньямине был центр рядом с Зихрон Яковом, пока она 3 недели жила у нас, она ездила туда, переехала в Эйлат, там центр. Еще до всего этого в лесу люди, просто специалисты делали всевозможные такие терапии, да. И видно было, что это помогает ей, конечно, мне видно было. И мне нужно было отпустить своего терапевта внутри себя. Я не могу быть для нее терапевтом. И мне нельзя ее жалеть бесконечно и держать нельзя. Она взрослый человек, она должна выйти из дома, она должна жить свою жизнь. Она не может быть у меня под крылом, это сделает ее слабее. Дети, которые живут все время под крылом у родителей, они свои крылья не развивают. И через 3 месяца я почувствовала, что все, я с Элатом, я чувствую, что мне больше Элат не нужен, больше это место, вот этот центр больше мне не помогает. Так я встала и поехала в Тель-Авив. В Тель-Авиве открылась группа, называется Хонхим, это менторы. Те, которые прошли нову и чувствуют, что у них есть силы и могут помогать другим. Так и через 3, уже на 4-й месяц,
уже переехала в Тель-Авив, чтобы учиться, как помогать другим. Через полгода я уже проводила следующую группу, которая открылась в Тель-Авиве. Это именно для тех, кто вновь выжил? Да. Именно для них? Да. Ну вот за 2 года, это к вам обеим вопрос, да, Дарья, к тебе, можно ли сказать, что ты полностью избавилась от посттравмы, или она все-таки присутствует? Это так не работает. Я Как думаю, это что это работает? так не работает. Первый год, когда прошел первый год, я почувствовала, что у меня есть больше сил. У меня есть больше сил, потому что у меня до этого не были силы изнутри, чтобы делать, чтобы идти на работу. Это вообще даже не додумаюсь, невозможно, не могу, не умею, не хочу. И через год я почувствовала, что мой следующий шаг — это Иерусалим, что я уже готова к Иерусалиму. И в Иерусалиме мне надо учиться. У нас есть от Битох Леуми, получают опцию учиться, и они тебе заплатят за это. И я выбрала учебу, которая мне вдруг, я поняла, что мне это надо. Это хинух антропософии. Это, Антропософская школа. да, антропософская школа. Образование. И я начала, и нашла квартиру. После того, что я 3 года без квартиры, я нашла квартиру и начала жить. За этот год она сменила 8 мест локации жизни. И внутри каждой локации еще были смены квартир, вот это все. То есть мы так посчитали, что это где-то 15 точек, где она жила. Но это ненормально за год. Так а может быть наоборот это ей помогло? Конечно, конечно. Это ей помогло. Симптом, любой, это я сейчас из книги говорю. Любой симптом, вот он же и способ преодоления стресса. Любой симптом, мы к симптомам относимся и как к симптому, и как к способу преодоления. Но это же надо профессиональную голову включить. А мамаша-то что говорит? Бездельница. Никак она не возьмется себя в руки. Ну давай уже оставь. И это, кстати, это очень распространенное. Ну хорошо, ты вышел из боя. Ну ты там, вот сейчас солдаты, да, вот это все, что происходит сейчас. Ну давай, перелистни страницу, начинай жить. Но он не может, это посттравматический шлейф. И это не on-off, или есть травма, или нет травмы. Это такое продленное действие, что в принципе, если симптомы идут на спад, то это хорошая динамика, да? Если симптомы идут на спад. Но есть люди, у которых не идут на спад, а общество это не понимает. Как вообще вот жизнь до 7 октября и после 7 октября, в принципе, у вас поменялась? Все такое, знаешь, какое-то пылью пришибленное, вот в таком состоянии. Когда ты из себя стараешься выдергивать. Золотое правило, когда в самолете сначала родитель должен надеть маску на себя, а потом уже на ребенка, оно тут тоже должно работать. И мы, пройдя не только 7 октября, понимаем это, поэтому очень стараемся не забывать о себе. Но вот этот поиск пути к Данику, поиск пути помощи для него и для нас, как для семьи, это постоянная какая-то работа, постоянно в голове ты прокручиваешь. Это время, но самое тяжелое в этом случае вот сейчас это эти таблетки, на которых сейчас только держится. А если, я не разбираюсь в таблетках, если вообще убрать таблетки, это чем чревато? На 3-й день головные боли, головокружение, прям ты лежишь и не можешь не принять таблетки. Смотри, мы общались с одним из психологов, мы ищем же пути, и он, увидя, какие таблетки сейчас пьет Даник, таблетки с поддержкой, плюс снотворное, он сказал, что просто так с них нельзя зайти, нельзя так положить упаковки и все. То есть это тоже процесс. Вопрос, что все эти процессы у нас в голове,
И понятно, что тут надо как-то дойти до этого, достучаться, найти какого-то, может, специалиста, который выстроит эту систему, подожмет. Может быть, даже где-то, да, вот подкрутить так. Даник, мы сейчас встаем, мы там занимаемся зарядкой и там, или еще что-то. Тут многоступенчатая задача. И я понимаю, что так с кондачка раз встал и все хочется. Это хочется, ты об этом мечтаешь, ты об этом думаешь. И настраиваешь себя, чтобы мысли передать. Скажи, Оль, пожалуйста, от себя совет, может быть, родителям, других ребят, которые пострадали в Нове, не только в Нове, там кибуцы и трасса 232 и разные города. От себя вот какой-то совет практически ты могла бы дать? Смотри, наши дети – это наши дети. Как говорится априори, мы их родители, и мы должны их любить безусловной любовью. Эта любовь может выражаться по-разному, но она идет от сердца к сердцу, и дети это чувствуют. Что бы ни происходило с ними, они остаются нашими. Мы не должны от них отворачиваться, не должны на них обижаться, злиться, кричать. Этим мы не поможем. Это первое. Второе, золотое правило для родителей – помнить о себе. Да, есть какие-то стесненные обстоятельства, да, меняется наша жизнь, но мы есть. Мы здесь. Если наши дети будут видеть, что мы стараемся, что мы идем, мы что-то делаем, мы утром встаем, делаем зарядку, идем на работу, готовим еду, встречаемся с друзьями, занимаемся хобби, театр, эпоксидная смола, рисование, танцы, все что угодно, это вытаскивает. Если наши дети будут видеть, что мы здесь и мы живем, они постепенно, я очень надеюсь, будут понимать, что жизнь продолжается. Дарья, а ты можешь дать какой-то совет ребятам, которые пережили Нову, которые увидят этот выпуск на русском языке? Мы будем переводить на другие языки. То есть вот ты, пережившая вот это все, справившись с этим на самом деле, ну, во многом, как я вижу, какой-то совет от себя, как все-таки это преодолеть, как с этим жить, что делать дальше? Я могу сказать то, что мне помогло. Самое первое – это понять, что это травма. Что это, вот когда гам по миллионке, вот мама, что это энциклопедия, что это травма, как она выглядит, какие у нее симптомы. Просто, чтобы понять, что я прохожу в теле и в голове, конечно. Остановись секунду, да? Потому что если мы не понимаем, у нас получается дистресс. Мало мне стресса оттуда, я еще пугаюсь своих симптомов. Что это со мной? У меня голова, у меня память, у меня тревога, у меня пульс учащается под градом, да-да-да, вот в моменты тревоги. То есть получается дистресс. Если человек знает, что это такая норма проявления травмы. Это, как у нас все говорят, нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Нормальная? Ну тогда ладно, тогда хотя бы дистресса не будет, да? И узнавать по симптомам, узнавать, что сейчас начинается. Что я могу сделать? Попить, подышать, прилечь, в душ сходить, та-та-та, на море рядом, 24/7 море работает, да? Вот, извини. Вот это самое первое. Второе, понять, вспомнить, что мне до сих пор помогало в жизни, когда мне было плохо. И вот только этим и заниматься. Я люблю природу, я люблю людей, я люблю танцевать. Я вернулась танцевать на таких вечеринках через 2 месяца. И мне было очень страшно. Я помню, это было посередине пустыни, рядом с Элатом. Никто в жизни туда не доедет. Я сама почти что туда не доехала, не нашла дорогу. Пока я уже там, я уже танцую, и я чувствую, я в 6:30 жду 6:30, чтобы пришли террористы. Вот так голова работает. Я там стою, я слушаю эту музыку, говорю, они не придут больше.
Это закончилось. И я очень над собой работала. Это не твоя легко. терапия была, правильно? Это моя терапия. Но когда после этого вечера, после как это вот там танцевала первый раз, через 2 месяца, я больше не боялась танцевать. Я вернулась танцевать, и там у меня все силы вернулись. И я рисовала, занималась всем, что я знала, что мне может помочь, все время. Только этим занималась. Через какое-то время я почувствовала, что мне надо помогать людям. У меня нету много сил помогать, но те силы, которые у меня есть, мне надо, потому что когда кому-то что-то рассказываю, и это ему помогает, мне становится хорошо. Так я начала людям помогать. Это тоже еще один следующий этап. И только потом, когда я почувствовала, что по-настоящему у меня есть силы, я пошла и начала делать что-то, вот, которое меня мамаш требует больше сил, чем то, что я до сих пор делала. Каждый член в семье, он просто по-другому все переживает. Мой муж такой спокойный, такой Мишка такой белый, такой спокойный, все. Я перевожу, я встречаюсь, какие-то передачи смотрю, я вас без конца смотрю, разные подробности, есть вещи, которые я пересматриваю. Мужу моему, он ничего не смотрит, спокойный. Ну, я думаю, что он спокойный. И вот я ему посылаю очередной ролик, значит, который я посмотрела Алюф Ноам Тибон, что он спас всю свою семью из Нахалёз. По дороге он там кучу завалил народу, этого, которые не люди. Террористов, спас сына, всю его семью, спас тоже с новой, короче. И вот с ним интервью, какой человек, герой, тра-ля. Я посылаю мужу, вечером мы с ним разговариваем. Ну что, как тебе понравилось? Представляешь, какой он? Говорит, вот только сейчас я понял, почему я не смотрю все передачи, вообще не хочу трогать, и не хочу знать, и не хочу ничего. Вот есть один человек, который спас, и мне это достаточно. Я говорю, чё? Ну-ка, расскажи. Это было вот неделю назад. Когда в Канаде не прошел этот фильм. Да. Это вот его фильм, вот он не прошел, я говорю, вот представляешь, и вот его фильм не... Это вот только что было. Я все это время чувствую вину, что мы не сели в машину и не поехали ее спасать. И он только сейчас вам об этом сказал? Он сказал, он только понял это. Он сам только понял это. Потому что вот отец и дедушка, который поехал и спасал. А я тот, кто сидел дома и ничего не делал. Если бы это был, фестиваль мог быть на Кеннерете, условно, да? Кеннерет — это наш дом, считай. Мы бы прыгнули в машину и поехали бы ее спасать, и чем бы это закончилось, понятно, когда Алюф едет, и этот генерал, да, Алюф — это генерал, когда едет и с оружием, и все, он спасает. А когда едет Гила с Лешей, то это будет не другая история, да, и оно бы закончилось все по-другому. И он, оказывается, все это время не смотрит, потому что он чувствует вину. И это мужской способ преодоления стресса, который тоже не сильный, хороший, не преодоление. И мы знаем знакомых, которые папа заболел в течение этих 2 лет неизлечимой болезнью, потому что мужчины, мало того, что они не разговаривают, они не понимают, что с ними происходит, они не рассказывают, что с ними происходит. И начинается психосоматика, это то, что вот если уже посыл какой-то к людям, да, обратите внимание на мужчин. Мужчины переживают не меньше, а может быть больше. Что для вас надежда сегодня? Надежда. Увидеть Даника глаза сегодняшние. Увидеть, что он вернулся. Понять, что он вернулся. Что он с нами. Я очень надеюсь, что он сбрил бороду. И это не потому что, потому что я знаю, почему она у него. Почему? Он ждет ребят. Даника, для тебя надежда что сейчас?
Единственная надежда, которую я хотел бы получить, это свою жизнь обратно. Захотеть жить. Захотеть делать. Захотеть быть. Я хочу тоже сказать о чувстве вины, что у всех, не знаю, все, которые снова я с ними разговаривала, у всех в какой-то момент было чувство вины. Почему я, почему не остальные, как я не делал то, как я не делал все. Я помню на третий день, может быть, когда после 7 октября я почувствовала, что мне надо, вот что на меня, знаешь, изнутри я начинаю чувствовать вот такой вопрос. Погиб самый хороший друг. Вот через 3 дня только узнали, что это он. Он погиб. Я сижу, я думаю, почему он и не я? И как я это услышала, я пошла на терапию. В этот же день я позвонила терапевту на констелляцию, это такая целая терапия, которая есть. Я сразу, мы там все встретились для меня, это такая групповая, мы занимались тем, чтобы я не чувствовала вину за то, что не мое. Это не мой выбор, это не я выбор. То, что я смогла сделать для себя, я выбрала. Я выбрала путь свой, чтобы выйти, и я могу сказать, что я даже сама его не выбирала. Но кто-то, что-то большое для меня выбрало мой путь. И для него, и для всех остальных выбрал другой путь. И когда я это поняла, и это по-настоящему почувствовала, я все эти 2 года без чувства вины. Потому что незачем. Незачем. Это не мое держать. Я помню, как это, может, такие есть, ты это держишь, это чувство вины, и ты это отдаешь обратно Богу. Это не мое. Это не мое.